Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья. Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня с вами поговорим о том, как вы можете избавиться от болезней, как вы можете избавиться от неудач с помощью мыслей, с помощью того, что вы делаете. Очень важная, друзья, и ценная информация, поэтому постарайтесь не только прослушать и начать хотя бы 5% из того, что мы вам сейчас расскажем. Потому что если вы будете каждый день хотя бы что-то делать из тех видео, о которых мы вам говорим, к концу этого года вы станете и богатым, и счастливым, и здоровым. А это самые важные вещи для каждого человека в нашей жизни. Давайте далее разбираться. Вы знаете, очень часто люди не задумываются и, не желая этого, своими поступками, мыслями и действиями человек сам притягивает к себе проблемы, неудачи и даже разные болезни. И очень многое зависит, конечно же, от нашего мышления. Ведь если оно неправильное, то первый шаг к неприятностям, к проблемам и к болезням. Если вы хотите избавиться от проблем и изменить свою жизнь в лучшую сторону, нужно начать менять свое мышление. Также вокруг нас много разрушительных факторов, с которыми мы, к сожалению, сталкиваемся ежедневно, и они влияют на наше здоровье. К этому относятся и стрессы, и проблемы на работе, плохой сон, ссоры, разные проблемы, и все это вместе может привести к разным заболеваниям. Своими неправильными мыслями мы притягиваем к себе негатив, заполняя этим все вокруг себя. Если мы не умеем контролировать свои эмоции, слишком переживаем по разным пустякам, это также не приводит нас ни к чему хорошему. Не нужно допускаться до того, когда негатив начинает поступать постоянно в нашу жизнь. Потом очень трудно решать эти проблемы и выходить из неприятных ситуаций, которые начинают появляться в ней. Поэтому лучше заранее себя обезопасить, сделать это под силу каждому. Главное, чтобы вы сами захотели. Итак, запоминайте или записывайте. Есть такое чувство, как злость, и часто посещает каждого человека. И вот от этого чувства нужно избавляться. И не имеет значения, на кого вы злитесь, на себя или на кого-то из вашего окружения. Это в любом случае будет приносить, к сожалению, вам только вред. Оно будет не только притягивать к вам негатив извне, но и напитывать вас изнутри. Вы будете ощущать себя нехорошо, вы даже можете быстро уставать, плохо спать, и это с каждым днем будет только усиливаться. Попробуйте в тот момент, когда вы будете ощущать злость, улыбнуться и в этот момент посчитать до 5. И вы знаете, ваша злость, она будет затухать и не будет уже приносить вам того вреда. Проделывая такую практику, вы увидите, что вы станете лучше себя намного чувствовать. Из вашей жизни уйдут многие проблемы. Также, если вы часто обижаетесь или несете обиду в душе, при этом очень часто на протяжении многих лет, а то и десятков, это будет разрушать вас изнутри. Потоки положительных энергий перестанут поступать к вам. Биополе ваше будет ослабевать и станет подвержено чужому влиянию. У вас могут начаться проблемы с нервной системой и даже с давлением. Поэтому что нужно в этом случае делать? Утром встаете, открываете окно и говорите 3 раза, глядя на солнце или в небо, такие особые слова. Все обиды отпускаю, их возле себя не держу. Кто меня обидел, всем прощаю, а в дальнейшем обид не замечаю. Проделав это, вы увидите, что ваши проблемы со здоровьем будут уходить. Появятся и положительные моменты, которые притянут в вашу жизнь новые эмоции и впечатления. Возможно, вы не задумывались, но та обида, которая живет с вами, она каждый день увеличивается. И таким образом она в один момент начинает притягивать негативные события в вашу жизнь. И
И это очень важно, чтобы вы остановили и как можно быстрее. Вот недаром в православии есть дни, да, когда можно попросить прощения. И вы знаете, это неспроста, потому что когда человек просит прощения, даже если он знает, что он не виноват, но в этот момент он становится намного мудрее. Он отпускает эту ситуацию, он отпускает этого человека. И что происходит? А происходит следующее. Таким образом, его тело начинает исцеляться, потому что оно начинает, знаете, вот те клеточки или вот те кирпичики, которые были разрушены, они начинают сами восстанавливаться. И в жизни у человека начинает происходить много интересных моментов в жизни. Поэтому пока у вас есть обида, эта обида может быть даже на вашу учительницу в 1 классе, которая на вас накричала. Это может быть обида на вашу соседку, которая не давала вам в один вечер спать с своими криками или шумом, а вы ей сделали замечание, и она вам нахамила. Это может быть ваша родная сестра, которая игнорирует какие-то моменты, но самые сложные моменты своей жизни она приходит к вам и так далее, и так далее. У каждого это будет своя ситуация. Иногда очень сложно позвонить и попросить прощения или встретиться с человеком, потому что у нас есть свое эго, и оно нам мешает дальше двигаться и развиваться. Что в этом случае вам можно еще сделать? Вы просто возьмите листок бумаги и каждый день прописывайте свою обиду, знаете, выписывайте ее. Написали, это может быть буквально 2 строчки, но вы ее должны написать, не просто сказать мысленно, а именно прописать. И пока эта обида не будет полностью выписана, то есть потому что каждый день у вас будут появляться, возможно, какие-то новые моменты в вашей жизни, и вот это очень важно, чтобы вы дописывали. Каждый день этот листочек нужно сжигать, а пепел обязательно развеять по ветру, потому что таким образом вы будете быстрее избавляться от тех или иных обид. Не держите, пожалуйста, потому что обиды, они накапливаются, и это приводит к болезням, а это еще печальнее и страшнее. Далее зависть. Вы знаете о том, что зависть это также очень страшное разрушительное чувство. Оно притягивает настолько сильный негатив, что он будет вредить уже не только вам, но и людям, которые вас окружают. Все, за что вы будете браться, возможно, у вас не будет получаться. Вы еще больше будете завидовать тем, у кого все хорошо на данном этапе, и с каждым таким разом только будете ухудшать свое положение. Так будете тратить оставшуюся энергию и со временем совсем останетесь без нее. У вас появится упадок сил и, возможно, даже могут быть проблемы с ногами. Обращаем на это ваше внимание. Поэтому не допускайте это чувство в вашу жизнь. Если оно начинает появляться, сразу извиняйтесь за это. Какую практику вы можете сделать? Вы просто берете свечу, желательно церковную, нет свечи церковной, вот которая у вас есть под рукой. Зажигайте свечу и в этот момент смотрите вот на свечу, как она горит, и очищайте свое биополе. При этом все это время проговаривайте следующие слова. Зависти нет места в жизни моей. За этот посыл прощения прошу и мысли эти прочь гоню. Так вы сможете открыть вновь потоки положительных энергий в свою жизнь, и с каждым днем ваше состояние будет улучшаться. Вы знаете, многие люди завидуют друг другу, даже бывает так, что человек может завидовать какой-то банальной вещи или какому-то предмету. Поэтому, чтобы этого не было, если вот вы чувствуете, что вы начинаете завидовать, да, ой, она купила себе сумку новую, ой, у нее новый телефон или еще что-то, убирайте эти мысли и спросите, а почему вы начинаете обращать на это внимание? Наверное, вы этого сами хотите или вас что-то раздражает. Вы должны в первую очередь обращаться к себе, не искать внешне врага или человека, который вас раздражает, потому что вы должны понимать и то, что любой негатив, который вы несете в этот мир, в материальный мир, он к вам возвращается рано или поздно. Помните, бумеранг, он всегда возвращается. Так же самое с нашими эмоциями, с нашими чувствами, с нашими словами. Мы сказали, про что-то проговорили, да, нам что-то не понравилось, мы отправили.
Если вы помните, даже была поговорка, птица не воробей, вылетит, не поймаешь. Извините, слово не воробей, вылетит, не поймаешь. И это все неспроста, девочки и мальчики. Думайте, вне зависимости, сколько вам сейчас лет, 20, 40, 60 или 80, вы должны всегда думать, потому что наши мысли — это в первую очередь наши с вами энергии. Вы сказали, вы отправили определенную энергию, а как она к вам вернется и что в конечном итоге будет, только знает Бог, наверное. Поэтому никогда не стоит вот завидовать, не стоит злиться, потому что обижаться — это ни к чему хорошему не приводит. Это только, знаете, вот тут вы на кого-то обиделись, а другой человек, например, вообще вас даже не знает, и у него столько дел, столько задач, ему вообще не до вас. А вы все это время ходите и вот с этой обидой, а человек даже и не знает, вы сами себя изнутри разъедаете. А это уже касается и вашего здоровья, и вашего достатка, вашего благополучия. И это, вы знаете, все сферы начинают постепенно затрагиваться. Возможно, с первого раза вы не заметите тех или иных изменений, но пройдет время, и вы поймете, что вы, возможно, на энергетическом плане вот так вот нарушили многие моменты вашей жизни. Далее страх. Вы знаете, страх также приносит неприятности и болезни в вашу жизнь. В мире нет таких людей, которые ничего не боятся. Но здесь нужно научиться это контролировать, ведь так вы сможете не подпускать к себе негатив, который появляется в вашей жизни с этим чувством. Если вы не научитесь контролировать свой страх, у вас начнутся проблемы с сосудами и с сердцем. Но когда вы научитесь его контролировать, вы сможете отбивать любой негатив, который будет пытаться проникнуть к вам в моменты, когда вы испытываете страх. Когда вы будете испытывать страх, представляйте в этот момент перед собой стену, о которой будет разбиваться все плохое. Вот самая простая практика. И вообще страх — это, знаете, вот недаром наши бабушки говорили о том, что у страха глаза велики. И кроме того, как бы глаза не боялись, а руки все равно то или иное дело делают. Иногда это сложно, но человек на интуитивном уровне постепенно, по чуть-чуть, шаг за шагом начинает делать. Вот даже самый непростой страх — страх выступления. Очень многие люди боятся выступать. Но когда люди перебороли этот страх, вы знаете, с таким вот человек удовольствием начинает что-то рассказывать на публику, общаться с людьми, ему задают вопросы, он отвечает. У каждого человека есть свои какие-то фобии, страхи, но, вы знаете, вот мы пришли с вами в этот мир, чтобы что? Чтобы учиться, чтобы развивать себя. Поэтому, если вы знаете, что у вас страх в чем-то есть, подумайте. Возможно, у вас страх, например, водить машину, или у вас страх высоты. Подумайте о том, что это, в какой момент это произошло, ведь когда-то это у вас не было, и вы с легкостью делали те или иные вещи. Потом вам кто-то это навязал, и теперь, соответственно, вы боитесь. Далее неуверенность в себе. Вы знаете, вот неуверенность в себе, она также будет вносить неприятные коррективы в вашу жизнь. У неуверенных людей возникают проблемы, обращаем ваше внимание, с иммунитетом и головные боли. Поэтому вам нужно научиться верить в себя. Именно вы должны научиться верить в себя, не кто-то другой. Не бойтесь никогда рисковать и, конечно же, воплощать в жизнь новые идеи. Даже если не все будет получаться сразу, а помните о том, что у вас все сразу изначально не будет получаться. Вот даже самый простой пример. Вам нужно приготовить условно хлеб, испечь хлеб. И если вы никогда этого не делали, вам сегодня нужно его сделать, да, замесить тесто и так далее, у вас он, может быть, не получится, к сожалению, потому что все приходит с опытом, с навыками, с наработками какими-то в той или иной сфере. И в результате ваших усилий и уверенности в себе у вас все обязательно получится. Не нужно сомневаться в себе, в своих способностях, как вы сможете притягивать к себе светлые энергии и располагать людей, если сами в себя не верите. Поэтому каждое утро давайте себе правильный настрой. Говорите такие слова: «Я все смогу», «Уверенность присутствует в моей жизни», «Я совсем справлюсь», и все будет чудесно, великолепно и хорошо. И вы знаете, у вас со временем это будет проявляться. Просто многие люди, они не уверены, потому что они боятся, а что скажет кто-то другой. Забывайте об этом, кто что скажет, расскажет, перескажет и так далее. Всегда найдутся люди, которые скажут, что
вы не так выглядите, вы не так говорите, вы не так переписываете какой-то текст, или вы не так выступаете, и так далее, и так далее. Но когда вы добиваетесь успеха, вы идете против течения, приходит момент, что те люди, которые возмущались, они уже не говорят, потому что ваш адрес намного больше позитивных глаз, мнений и так далее, чем негатива. И вот такие люди, они растворяются, вот этот негатив. Поэтому забывайте об этом. Хотите позвонить кому-то, позвоните. Не знаете, с чего начать беседу, возьмите, пропишите тезисно или напишите целый рассказ, что вы будете говорить, например, в телефоне или в каком-либо письме. Помните о том, что неуверенность – это только ваше внутреннее состояние. И пока вы сами это не сможете развить, вот не начнете себя задавать вопросы, никто другой вам не поможет. Да, есть книги, есть литература, есть тренера, коучи и так далее, и так далее. Это все есть. Но вы знаете, вы можете пройти 100 тысяч курсов, вы можете пройти разные тренинги, семинары, но пока вы сами не возьмете себя за шкирку и не начнете идти шаг за шагом, в вашей жизни не будет изменений. Поэтому, когда вы научитесь управлять своими мыслями, своими эмоциями, чувствами, знаете, ваша жизнь действительно заиграет новыми красками. У вас исчезнут и проблемы со здоровьем, и потоки положительных энергий постоянно будут присутствовать в ней. И вы увидите, насколько лучше станет ваша жизнь. Друзья, прямо сейчас ставьте лайк этому видео, в комментариях напишите: «Я уверен в себе», «Я всем прощаю обиды». Вот те моменты в минус пропишите, чтобы у вас это было в плюсе. Не бойтесь прописывать, не бойтесь думать о том, что кто-то скажет другой. Они всегда будут говорить, потому что вот они такие, они нас учат, это наши в какой-то степени и учителя. Помните, пожалуйста, об этом. Девочки и мальчики, прямо сейчас ставьте лайк этому видео. В комментариях пропишите о том, что мы вам сказали. Друзья, кто спрашивал, как нас можно отблагодарить, друзья, в описании есть ссылка на донат, нажимайте, переходите, любая сумма нам будет очень приятна. Ну а прямо сейчас на экране, друзья, вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.